Уходите оттуда. Мы не можем уйти. Без нас тут будет Чернобыль. Только благодаря Курску начали понимать, что это такое. Возможно, такая трактовка, что власть, которая не предприняла всего, допустим, в первые дни. Мне позвонил друг сына, и он говорит: тетя Галя, а где ваш папа? Я говорю: в море. А на каком корабле? На Курске. Он говорит: а вы знаете, что Курск затонул? Новости пошли каждый час. А у меня были в доме дети, которые вообще-то считали, что папа у них бессмертный, и профессия у него, и работа у него самая-самая такая обычная, домашняя. Погибли люди, это понятно. Ожидание смерти было всегда, это понятно. От этого легче не становится, а становится еще труднее. Но то, чему подвергли нас в течение 1,5 лет, особенно в течение первых 20 дней, когда мы наблюдали в прямом эфире гибель наших родственников, то стучат, то не стучат, вот это было катастрофично. Чернобыль. Извините, мы слышали, с Курском что-то случилось. Они живы? С вдовами и матерями погибших, родственниками мы общались, они не смотрели, им тяжело это, потому что каждый раз это отбрасывает назад, здоровье уже не то, чтобы это смотреть и повторять каждый раз заново, окунаться туда. И еще спорить, внутренне спорить с этим фильмом и говорить, что это не так, это неправда. Какие неточности, лодка, которая отходит от пирса в море, это не наш проект. Это самая большая лодка наша «Акула», но никак не наши батоны, как их называли. Ну и то, что они как бы ходят без этих комплектов с красными такими коробочками на поясе. Это комплекты для дыхания, индивидуальной защиты. Но я согласна на то, чтобы это все оставалось. Как иностранцы могут передать то, чего они не видели, чего они не понимают? Есть водолазы и оборудование. Если помощь понадобится, мы поставим вас в известность. Нам помощь иностранная не нужна была. Эти проекты, у них нет этих проектов лодок. Зачем нам пускать иностранцев? Я была против иностранцев. Против. Это наши враги. Мы военные. Мы не будем обниматься со всеми подряд. Мы хотели, чтобы спасли наши. Наши не смогли спасти. Значит, они были готовы вообще-то к смерти, эти ребята. Во флот деньги не вкладывались. Все, что могли, делали сами. Они понимали, что когда-то это должно рвануть. Это рвануло. Мне понравилось, что в конце фильма идет надпись, что у подводников осталось 71 ребенок. Но они не написали, что это осталось у 180 мужчин, у 1/3. Память о них будет передаваться только через память народа. Вот это вот, конечно. Это трагично очень.